Феодосию продолжает тушить. Теракт в Смоленске и Лукашенко с орденом Самозваного. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Финляндия разместит на своей территории боевую группу НАТО, а президент страны настаивает на реформировании альянса. Россия продолжает оставаться самой прямой и значительной угрозой для альянса и Финляндии по всей Европе и за ее пределами. Израиль призывает к гражданской войне в Ливане и повстанию против Хизбаллы. У вас есть возможность, которой не было уже несколько десятилетий. У вас есть возможность спасти Ливан, пока он не упал в пропасть долгой войны. Саперы в Смоленске поставили на уши весь город, а в ФСБ все еще думают, что предотвратили теракт. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Феодосию продолжают тушить. Пожарные расчеты со всей России привлечены для тушения пожара на нефтебазе. Ситуация остается сложной, пишут российские медиа. Ну а когда они говорят так, то ситуация на самом деле очень сложная. На сегодняшний момент ситуация остается также сложной. У нас задействованы пожарные расчеты не только Республики Крым, но и уже фактически со всех уголков Российской Федерации. Находятся здесь расчеты на постоянной основе для проведения необходимой ротации. Коммунальными службами и ресурсоснабжающими организациями города оказывается всесторонняя поддержка пожарных расчетов. Это как обеспечение горячего питания, отдыха, точно так же даже помощь с подвозом земли, грунта и техники. По оценке ущерба, нанесенного пожаром на нефтебазе города Феодосии, сейчас работает 4 комиссии в составе администрации города и ресурсоснабжающих организаций. Общая сумма ущерба будет уже выявлена по итогам работы комиссии. Финляндия разместит у себя новую боевую группу НАТО для сдерживания любой агрессии и новый штаб для руководства сухопутными операциями НАТО в регионе. Финляндия совместно с США и другими северными союзниками станет частью объединенного командования НАТО в Норфолке, что позволит усилить координацию и боеспособность альянса. Также Финляндия намерена создать мощный сухопутный компонент в составе своих вооруженных сил. Альянс возвращается к своей основной роли – сдерживанию, как сильная военная организация против угроз с Востока, в основном со стороны России, говорит президент Финляндии. Важно, что у нас внутри Альянса есть единое понимание вызовов безопасности, и мы активно работаем в двух направлениях, как на сдерживание, так и на оборону, говорит он. Россия продолжает оставаться самой прямой и значительной угрозой для Альянса и Финляндии по всей Европе и за ее пределами. И я также хочу подчеркнуть, что Россия сейчас ведет два вида войны. Один из них – кинетическая война в Украине, где, похоже, нет пределов тому, что она будет делать, нарушая международное право, а также убивая невинных людей. И, конечно, другая война, которую ведет Россия, гибридная. И я думаю, что нам нужно морально подготовиться к усилению активности в киберпространстве, в дезинформации или дезинформировании, то есть информационные войны, а также возможность диверсий. Более того, президент Финляндии говорит о том, что происходит реформирование Альянса и формирование так называемого НАТО 3.0. Как быть, когда и в НАТО 2.0 не успел вступить, а нужно уже к 3.0 готовиться? Этот вопрос мы задали военному аналитику Ивану Ступаку. Большая проблема в процедуре голосования. Для того, чтобы принять решение в Альянсе, необходимо согласие всех стран-участников Альянса. То есть 32 страны должны проголосовать «за». Если одна из стран говорит «нет», например, Венгрия, все, решения не принимаются. То есть нужно ломать систему принятия решений. Я напомню, как создавался Альянс, какая была догма. Вот первый генеральный секретарь Альянса, лорд Исмей, он сказал так: Альянс создается с какой целью? Чтобы держать Соединенные Штаты поближе, Германию в покорности, а Советский Союз подальше. То есть это вот такая конструкция была. Она работала вот все это время, все это сколько там,
первые 50 лет с момента основания Альянса. Потом она перестала работать, враг исчез, и самый большой враг теперь находится внутри. Это вот система голосования. Мое глубокое убеждение, чем больше колхоз, тем сложнее там принимать решения. Теракт в Смоленске оказался проделками саперов, скорее всего. Дело в том, что сначала ФСБ сообщает о предотвращении теракта в здании управления МВД Смоленской области. Ранее местные жители опубликовали кадры работы спецслужб после взрыва автомобиля у здания управления МВД в центре Смоленска. Изначально СМИ сообщали, что происходили учения, но позже ФСБ заявила, что предотвратила теракт. По данным службы, 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство, замаскированное под папку с документами, в здание управления МВД в Смоленск. Местные СМИ сообщили, что центр Смоленска был оцеплен силовиками из-за взрыва самодельного устройства, спрятанного в автомобиле. На месте работали саперы и кинологи. Очевидцы также подтверждали, что видели, как экстренные службы действовали возле здания управления МВД, что вызвало панику среди местных жителей. Ну а позднее уточнилось, что учения силовиков могли быть проведены без предупреждения, что и напугало людей. Но ФСБ продолжали настаивать на том, что была пресечена попытка теракта. Сообщение телеграм-канала ШОТ, близкого к российским силовым структурам, как его называют, с их чудесной журналистской версией происходящего. Заметили легковушку, накрытую синим тентом. Под ним обнаружился Citroën. Его осмотрели саперы, что-то нашли и взорвали это на месте. Оказалось, что местные силовики отрабатывали соответствующие учения. Угрозы нет. Но другой телеграм-канал, который считается не менее близким к российским силовикам, пишет, что к зданию управления МВД на своем автомобиле приехал мужчина и попытался проникнуть внутрь с самодельным взрывным устройством, замаскированным под папку с документами. Личность этого мужчины, пытавшегося якобы устроить теракт в здании у МВД, была установлена. Им оказался 30-летний житель Тверской области, его зовут Дмитрий, фамилию его не сообщают. Были учения спецслужб или нет, но чему-то они точно за сегодня научились. Израильские власти призывают жителей Ливана восстать против Хизбаллы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ливана, призывая отвоевать свою страну ради мира и процветания. Это послание народу Ливана. Помните ли вы, когда вашу страну называли жемчужиной Ближнего Востока? Я помню. Так что же случилось с Ливаном? Банда тиранов и террористов уничтожила его. Вот что произошло. Когда-то Ливан был известен своей красотой. Сегодня это место хаоса, место войны. Израиль ушел из Ливана 25 лет назад. Но страна, которая фактически завоевала Ливан, это не Израиль, а Иран. У вас есть возможность, которой не было уже несколько десятилетий. У вас есть возможность спасти Ливан, пока он не упал в пропасть долгой войны, которая приведет к разрушениям и страданиям, как мы видим в Газе. Я говорю вам, народ Ливана, освободите свою страну от Хезболлы, чтобы эта война закончилась. Освободите свою страну от Хезболлы, чтобы ваша страна могла снова процветать. А в самом Израиле тем временем человек с ножом напал на прохожих в городе Хадера. В результате атаки были ранены 6 человек. 2 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили израильские власти. По информации полиции, нападавший был на мотоцикле, и он напал на людей и нанес им ножевые ранения в 4 разных точках города. Подозреваемый был задержан, и по данному факту ведется расследование. Полиция и Шин Бет работают над тем, чтобы понять, кто это террорист, каковы его мотивы, кто его послал, кто его семья. Это большая работа, которая проводится для того, чтобы предотвратить другие теракты. Мы сведем счеты со всеми, кто причастен к этому нападению, начиная с того, кто его послал, кто убедил его в мечети или где-либо еще, кто заставил его сесть на мотоцикл и напасть на евреев без всякой причины. И поэтому мы проверим всех.
Лукашенко получил орден, теперь он орденоносец. Путин вручил ему орден Андрея Первозванного, и Лукашенко гордится заслугами перед российским народом. Становится понятно, какой народ ему ближе. Слава Богу, что мы вышли на такой уровень отношений. Благодарю вас за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни, у нас одни традиции, у нас одни ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо и происходит от одного корня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии и не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.